Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Давайте посмотрим, что же хочет сказать вам загаданный человек, но молчит. У нас будет одна общая позиция для всех, один вариант. Сразу же смотрите, насколько подходит или не подходит описание под вашу ситуацию. Итак, давайте посмотрим, что хочет сказать загаданный вами человек. Я всегда буду рядом с тобой. Прекрасное послание, приятное послание. Давайте посмотрим, что он имеет в виду и что натолкнуло его на эти мысли, на эти слова, а также почему он, собственно, не решается вам их озвучить. Итак, что заставляет его думать так? Всегда будет рядом с вами. Он считает, что вы нуждаетесь в его поддержке и защите. Он считает, что он имеет все абсолютно шансы и полномочия для того, чтобы защитить вас в различного рода сложных ситуациях. И полностью готов брать на себя ответственность за то, чтобы обеспечить вам успех в тех или иных делах, за которые вы будете браться. И все это потому, что вы ему не безразличны, он вас любит. Вы настолько глубоко затронули нотки его души, что он просто не готов, он не может вас отпустить, он не может даже представить такого, что он где-то вдалеке от вас окажется. Ни в коем случае не хочет вас отпускать, терять из вида. Именно поэтому, да, готов быть рядом. Что еще натолкнуло его на такие мысли? Он считает, что ваша встреча не случайна. Он считает, что отношения кармические, судьбоносные, серьезно к вам относятся. И полностью готов брать на себя ответственность за все, что он вам обещал, за все, что происходит рядом с вами в вашей жизни. И, конечно же, рядом с вами, да, он готов быть. Даже в том случае, если ситуация сложится таким образом, что ваши отношения будут менять свой статус, менять формат, допустим, сейчас вы в отношениях с загаданным человеком, потом обстоятельства поменяются таким образом, что вам нужно будет прекратить общение, остаться друзьями, он все равно рассчитывает на то, что у него будет возможность либо к вам вернуться после расставания, либо же сохранить отношения, но в несколько ином формате, то есть иметь возможность всегда к вам прийти, приехать, что-то рассказать, чем-то поделиться. Именно поэтому он готов быть всегда рядом. А почему он молчит? Почему он об этом не говорит? Он вообще собирается об этом сказать? Но он собирается сказать, и он уверен в том, что вы его поймете и поддержите. Но дело в том, что он привык быть победителем. Он всегда привык держать, вот знаете, говорят, нос по ветру, да, с гордо поднятой головой ходить. Он привык быть таким успешным, он привык быть на виду. И дать какую-то слабинку, излишнюю сентиментальность, это ему не свойственно. Именно поэтому в те минуты, когда он думает о том, что настанет момент, настанет ситуация, когда вдруг придется вам в какой-то иной формат перевести ваши отношения, он, конечно же, с содроганием, с замиранием сердца об этом думает. И где-то внутри, в глубине души у него сердце начинает щемить. И, естественно, он понимает, что расставание с вами, разлука с вами, она просто может его разрушить. Он порой допускает мысли о том, что обстоятельства, ситуация могут поменяться, но он не хочет допускать такого развития событий, когда вы потеряете вот эти вот связующие нити, когда вы окажетесь вдалеке друг от друга. Именно поэтому он хочет всегда быть рядом. Он боится, он очень боится того момента, когда он должен будет оказаться вдалеке от вас. Именно поэтому он готов будет преодолеть все преграды, все препятствия и ждать готов будет сколько нужно, потому что он понимает, что вот вы для него действительно очень дороги. Тройка пентаклей.
Это такая карта, которая говорит о том, что вот он прекрасно понимает и осознает то, что вы лучше всех. И даже если вдруг между вами сложится такая ситуация, когда нужно будет расстаться, он уверен, что эта разлука будет временная, и он все равно к вам вернется, и вы к нему вернетесь, потому что он лучше всех, вы лучше всех, ну вы лучше всех, понятно, а он старается быть лучше всех для того, чтобы вы, опять же, куда-то взглянув, что-то сравнив, понимали, что вам срочно, обязательно нужно к нему возвращаться в ту стабильность, которую он будет стараться вам обеспечить, да. Порой эта стабильность, она будет даваться непросто, порой это будет таким, знаете, условием, когда необходимо постараться. И может сложиться такая ситуация, когда есть что скрывать, когда нужно будет держать ваши отношения в тайне, и не будет возможности взаимодействовать вот в полном ключе, в полной мере, как хотелось бы. Но, тем не менее, он всегда рассчитывает на то, что можно будет оказаться рядом, можно будет продолжить ваше общение, ваши отношения, потому что то, что вы пережили вместе, это нельзя просто перечеркнуть. И он готов будет приложить все усилия и побороться, безусловно, бороться и сражаться за то, чтобы, конечно же, быть всегда рядом и вас защищать. Опять же, идет карта защиты, да, когда он хочет вас действительно беречь, оберегать. Если он не будет вашим партнером, вашим спутником, то он будет вашим добрым и верным другом, который всегда готов подать вам руку помощи. Ну и, конечно же, потом сквозь время, поняв, что друг без друга никак, снова вернуться и возобновить вот те отношения в том формате, в котором они были. Потому что император, он не всегда, точнее, никогда не готов терять то, что ему дорого, то, что ему принадлежало, принадлежит. Потому что то, что между вами происходит, доставляет ему настоящее истинное удовольствие, и он понимает всю меру ответственности, всю степень ответственности, которую он возлагал на свои плечи тогда, когда шел вам навстречу, когда шел с вами на сближение и вступал с вами в отношения, в взаимодействие. Вот такое послание от загаданного человека мы с вами сегодня получили. Конечно же, он все эти слова вам озвучит, но в тот момент, когда настанет время. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.